Кольцо заветного желания. Найди свое. Кольца – это нечто большее, чем привычное украшение. Оно является олицетворением женского начала. Круглая форма кольца символизирует бесконечность жизненного цикла, в то же время его логическую завершенность. Правда, неизвестна точная дата создания первого кольца. Но кольца появились еще в то время, когда люди начали сооружать первые жилища. Сначала кольца делали из травы, кожи, дерева и камня. А за 10 веков до наступления нашей эры кольца из меди, серебра и золота выполняли роль денег при расчетах. Уже тогда кольцо начало приобретать значение символа статуса и власти. Кольцами владели самые могущественные правители мира. Порой кольцо учило человека разумно принимать любые изменения в жизни, как это было в истории легендарного царя Соломона. Известный своей вспыльчивостью, юный монарх попросил у мудреца помощи в обуздании своих страстей и получил в дар кольцо с надписью «Все пройдет». После этого Соломон стал сдержаннее и прославился мудрым правителем, который принимал взвешенные решения. При взгляде на кольцо царю становилось легко на душе, и он понимал, что неприятности непременно пройдут, а мгновения счастья недолговечны, и их надо ценить. Прошли годы, и груз горечи и проблем стал слишком тяжек для Соломона. Казалось, что удача отвернулась навсегда. И впервые, взглянув на заветное кольцо, правитель не нашел утешения. Выйдя из себя, Соломон сорвал с кольца подарок мудреца и уже хотел швырнуть его на землю, но неожиданно заметил сверкнувшую на внутренней стороне надпись. Она гласила: «И это пройдет тоже». Эти слова отрезвили его, и с тех пор царь Соломон никогда не изменял себе в душевной гармонии, ощутив глубокую мудрость кольца-талисмана. Часто в истории народов кольца играли роль гораздо более важную, нежели простое украшение. Со времен Древнего Египта кольцом в виде перстня-печати оставляли оттиск на важных письмах и государственных документах. Печать на послании считалась равносильной личной подписи. В Древней Греции железное кольцо было символом достоинства, чести и воинской доблести. Такими кольцами награждали военачальников за одержанные победы. Средневековье ввело моду на кольцо-пропуск. Этими кольцами владели члены могущественных монашеских орденов, вроде иезуитов и тамплиеров, тайны которых до сих пор не раскрыты. В эпоху Возрождения появились кольца с секретом, перстни-тайники. Часто в них хранили мощи святых, локон возлюбленной и даже смертельный яд. Знаменитый перстень Борджиа, усыпанный драгоценными камнями, таил в себе отдел для яда и крошечное острие, с помощью которого владелец кольца отправлял недругов при рукопожатии. Старинные кольца могли бы немало рассказать и о своих владельцах. Само слово «кольцо» происходит от кола, круг, поэтому неудивительно, что кольцо считается символом цельности и единства. Именно поэтому кольцами издревле одаривали невест. Еще в I веке до нашей эры в Древнем Риме для женитьбы достаточно было устного согласия между женихом и родными невесты. Но для того, чтобы брак считался заключенным, жених должен был преподнести родителям своей избранницы железное колечко для новобрачной. С тех самых пор кольцо стало привычным свадебным атрибутом и символом брака.
Интересно, что традиционно оно было предназначено только для женщин. Мужчины же начали надевать на безымянный палец обручальное кольцо лишь в начале 20 века. С обручальными кольцами связано и бесчисленное множество легенд и поверий. Найти кольцо для девушки считается доброй приметой. Это к скорому замужеству. А если его находит замужняя женщина, то колечко сулит прибавление в семействе. Найденное кольцо лучше всего вернуть хозяину, но если вы не смогли его разыскать, можно переплавить его в другое изделие или продать. Носить найденное вне дома кольцо нельзя. Особенно опасно поднимать с земли кольцо на перекрестке, в пустынном месте или на пороге своего дома. Эти предметы могут быть специально подброшены там со злым умыслом. Нельзя носить и даже примерять чужие кольца. Так вы можете примерить и чужую судьбу. Свое кольцо также нельзя давать никому. Исключение составляют кольца, перешедшие к вам по наследству от родственников. Но носить их можно только в том случае, если ваша мама или бабушка были счастливы в браке и как минимум прожили с супругом в согласии до серебряной свадьбы. А примерить бабушкино колечко стоит, если вы мечтаете о ребенке. Это проверенный метод. И, конечно же, можно меняться кольцами с родной сестрой. Существует даже примета, что, придя на важную встречу или собеседование в сестрином колечке, вы непременно произведете на окружающих самое благоприятное впечатление, и удача будет сопутствовать вам целый день. А вот кольца свекрови не надевайте ни в коем случае. Помните, это грозит разводом. Если из вашего колечка выпал камень, не огорчайтесь. Согласно примете, это к большим деньгам для замужних и к свадьбе для свободных женщин. Дарить кольца могут только близкие люди. Ведь кольцо, в отличие от кулонов и сережек, очень личный подарок. Существует даже примета, что если парень подарит возлюбленное любое колечко задолго до свадьбы, это приведет к разрыву отношений в будущем. Поэтому, принимая такой подарок, расплатитесь с любимым монеткой. Еще один из супругов, если один из супругов потерял обручальное кольцо или повредил его, избавьтесь и от второго. Купите себе новые, одинаковые, так вы сохраните свой брак. С помощью колец гадают, делают заговоры на любовь и удачу. И одним из них является такой. На растущую луну после захода солнца возьмите свой шейный или носовой платочек и трижды продерните его сквозь обручальное колечко, повторяя при этом: колечко дай денег на платочек. После этого наденьте кольцо на палец и в эту ночь ложитесь спать, не снимая его. Вскоре вам улыбнется удача в материальных делах. Существует, правда, еще один способ исполнить свои желания с помощью кольца. Для этого ритуала подойдет только колечко, созданное в единственном экземпляре. Когда у вас появится такое кольцо, нужно вымыть его под проточной водой и высушить, не вытирая. После этого дунуть в колечко, шепнуть в него свое имя и надеть на палец. Теперь ваше заговоренное колечко способно исполнить ваше желание. Но только одно и очень сильное. Для этого нужно повернуть заветное колечко на пальце и произнести желание вслух. Но здесь есть важное условие. После первого и единственного купания под проточной водой на кольцо желаний не должно попасть больше ни капли воды. Самое дорогое кольцо в мире, созданное швейцарскими мастерами, стоит более 70 миллионов долларов. Оно выточено из цельного бриллианта и весит 150 карат. Но какое бы колечко вы ни выбрали своим талисманом, самое главное, чтобы оно приносило вам радость. Ведь важна не стоимость кольца, а то, насколько дорого оно лично вам. Друзья, будьте благополучны и счастливы. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя.